Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии, колдовства, руны. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе боевая, наказание, откуп от дурной судьбы, от смерти и от болезни. Сегодня вы можете найти также меня в Инстаграме, в Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию на других площадках. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю. Что несут высшие силы, астрологические аспекты, их влияние на нашу жизнь с 4 по 10 июня. Напоминаю, что каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. И это самое такое очевидное, может быть, а для кого-то не очень очевидное влияние. И также проходит оно через наши эмоции, физическое тело, события вокруг нас. И в зависимости от нашего пола, состояния, социального положения приходит нам в виде событий, ощущений, людей, решений, каких-то ситуаций. Итак, первая половина знаков зодиака 4-10 июня это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Начинаем с рыбы. С чем ходит рыба? Какое начало? Рыба входит в беспокойство по поводу своего имущества, покупки, может быть, дополнительных затрат, связанных с получением подарка. То есть это что-то приходит материальное, но оно неожиданно требует от вас больше сил, времени, может, и затрат, да, на содержание какое-то, может быть, увеличивается сумма ремонта и так далее. Что такое? На работе. Поломка на работе. То есть нет работы. Если вы ищете работы, пока карта ничего, какой-то провал показывает. Это может поломаться техника, это может что-то закрыться внезапно, то есть не работать. Также, если это программирование, какие-то системы, они могут внезапно обрубиться. То есть учтите это. Также это может быть связано с вашим нерабочим состоянием здоровья. Мы сейчас это проверим. Ваше окружение. Вот интересная очень карта, зато маг. Очень позитивная в плане решения по разного рода государственным органам, обращения к чиновникам, врачам, то есть людям, с которыми вы начинаете какой-то новый цикл, обращение к специалисту, потому что маг самый лучший, самый активный, самый умный специалист. Маг. В том числе обращение к магу. Ну, чаще всего это мужчина. Начало нового цикла, познания, кстати, хорошо. Начинать какое-то обучение, которое будет чрезвычайно вам полезно. И вообще маг также для женщин может означать знакомство с очень умным, интересным мужчиной. Ну, посмотрим, как он может перейти в личное, потому что маг, он обладает, как говорится, потенциалом во всех областях. Так, по здоровью нет, тут так, сильно нет, не указывает на какое-то серьезное расстройство, однако вы можете ощущать потерю какой-то устойчивости, да, что также нарушать какой-то режим дня, в результате которого вот вы почувствуете, что земля уходит из-под ног, возможно, потребуется на поддержание здоровья какие-то таблетки. В целом, ну, не означает, может быть, состояние нетрудоспособное, но это не серьезное расстройство, хотя может иметь отношение к вашей неработоспособности. То есть вы не выспались, вы не вовремя не поели, или вы нарушили какой-то режим дня и не можете. Вам нужны дополнительные меры для поддержания здоровья. Так, пока это ничего. Так, тумах, вау. В личном колесо фортуны перевернуто. К сожалению, колесо фортуны скорее указывает на, ну вот, то, что было, то и есть, если в это в существующих отношениях. Возврат бывшего, если вы сейчас считаете себя свободной рыбой, тогда это будет прибиваться, появится кто-то бывший. Колесо фортуны перевернут, это мертвая точка, собственно говоря, какой он был, такой он и остался. Ничего нового вам он не скажет.
но появится. И итог: Луна. Мрачное, что-то грустное, бессонница. Все-таки обратите внимание на здоровье, скорее на моральную составляющую, скорее на ваш какой-то режим дня. То есть, возможно, что вы перестарались на той же работе, возможно, что вы приняли какой-то неправильно, неправильно себя повели, да, как-то не сохранили ваше здоровье, то есть, скорее переработка, вот, знаете, перетрудилась, перегрелась на солнце, что-то подняла, что-то, в общем, дополнительные затраты, то есть вы больше хотели больше заработать, поработать и получили вот такой вот аж муть, печаль. Берегите здоровье. Овны. Что такое у нас мистические карты у всех? Отшельник. Это напрямую влияние, может быть, мужчины какого-то такого мутного, очень хитрого, может быть, какого-то ощущения себя в какой-то непонятной мутной струе, в том числе вот какое-то что-то непонятное с вами происходит, вас пытается обхитрить, обойти, состояние вот какого-то тумана. Также может ощущать, что как будто вот магия какая-то на вас, то есть непонятно, что-то тайное. Так, справедливость по работе. Взвешенный, четкий подход, получение хороших новостей от государства. То есть это все справедливость в вашу пользу прямо. То есть все взвешенные решения пойдут вам на пользу. Придут нужные бумаги, вы получите там какие-то лицензии, можете оформить что-то, оформиться на работу, оформить бизнес, лицензию и так далее. То есть такая вот деловая, очень хорошая карта. Защита в суде, вау, денежки, прям вестник пентаклей. Вы можете заработать на контактах социальных, то есть вы можете за счет вашего какого-то расширения общения, контактов, влияния на людей, и также получить подарок, вещь, заработать. Это может подарок от родственников, в том числе ценный приз, вложение денег, какое-то вот связанное с вашими интересами, какими-то единомышленниками. Может, это ваше хобби, которое, что вы приобретаете какую-то очень ценную вещь. Ну, машину, автомобиль, может быть, так, в том числе. Королева жезлов, активное, прекрасное состояние здоровья и для женщин, и для мужчин. Если вы болеете или у вас какая-то операция перед этим была, вы почувствуете себя чрезвычайно бодро, даже очень активно, выздоравливаете, чувствуете себя прекрасно. Все отлично. По личной жизни движение вперед, движуха. То есть пока не, если вы одинокий овен, это может быть знакомство и не одно. Если у вас какие-то отношения, у вас появились какие-то новые цели впереди, у вас какой-то новый этап в отношениях. Ну, если вы семейный, это может быть прекрасная поездка к морю в том числе, движение вместе к каким-то новым целям, ну, такое поступательное, не срочное. Так, двойка кубков, вот оно что. Заканчивается это тем, что, ну, это что-то личная жизнь тут, непонимание. Пытайтесь договориться с партнером, но вот растет недоверие. Ну, такая-то еще пока не ссора, это пока вы не находите контакта, вы как-то вам неинтересно может разговаривать о чем-то. Или у вас такие вот разные точки зрения, или вы не понимаете, что говорит вам партнер, а он не понимает, что вы ему говорите. Вот больше указывает на личное. Телец. У тельцов. Что это за зараза такая? Грусть, печаль. Прям и вы чувствуете ощущение, тому сейчас его
посмотрим на другие карты, что вот вроде как вы столько все делаете, и у вас уже заканчиваются моральные и всяческие прочие ресурсы в этой борьбе. Но еще не закончились, но морально можете вот уже устать от этого. Да, четко мечей. Так, по работе движуха. В работе, значит, у нас все нормально. Быстрые достижения, какие-то частые контакты. Ожидаемое случается, то есть то, что вы раньше запланировали, заключить договор какой-то, выйти на работу, получить какую-то сумму, все это движется, все это аккуратно, это на неделе все это происходит быстренько, раз. По социуму тройка пентаклей, прекрасное взаимодействие между умными людьми, обучение, получение новых знаний, курсы, подсказки от нужных вам людей. Очень хорошая карта. Сотрудничество, передача нужной информации. Ага, состояние здоровья. Но сердечная боль. Знаете, тут скорее показывает, что все-таки это нервы, нервишки, обиды, слезы, боль какая-то. Причем это может быть связано с какой-то обидой, да, на нервной почве. То, что нам говорят. Прямо скорее указывает на сердечно-сосудистая проблема. Но мечи у нас быстрые, они долго не работают, этот кризис. Ну, стоит обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и не предпринимать, кстати, никаких там, не ходить там уколы не делать, всякие прививки и прочие. Проколы, вырывание зубов, потому что сердечно-сосудистая не очень. Так, по вашей личной жизни вы все пропускаете через материальное. Ну, телец, это у нас, да, такой накопитель всего. Переживания по поводу того, что расходы какие-то идут. Мужчина вы рассматриваете как, пропускаете через критерии материальный, нематериальный, нужен, не нужен, чисто на материальном уровне, по хозяйству. Мужчина по хозяйству, вот это все. И вестник кубков, конец недели, в развлечениях, прекрасных играх, может быть, это ваши дети, может быть, приятные известия от родственников, от друзей, добродушные, легкие, веселые выходные. Так, радость. Что у нас у близнецов? Вау, стар. Надежды. Появились надежды, большие мечты. Причем у вас амбиции, это может быть также. Сейчас посмотрим, с чем у вас забрежило так, какие-то высокие ориентиры. Как вы о чем-то мечтаете, этим мечтам суждено сбыться. Вот на этой неделе. По работе у нас восьмерка жезлов перевернута. Ревность, зависть. Ну, близнец у нас достаточно социально часто активный на работе. Как говорится, на работе движется слишком быстро, чем вызывает часто раздражение. Какие-то помехи могут быть, подвохи от конкурентов. Ну, восьмерка жезлов — это короткая карта. Будьте осторожны в плане того, что не спешите, не слишком толкайте. Если это идет речь о договоренностях, о собеседованиях, будьте скромнее. В эту неделю, только в эту неделю. Четверка мечей. Так, в социум. Если вы ждете какого-то известия, какого-то помощи, что выйдет на какой-то помощник, бумага, все это потянут, ничего не происходит, это все откладывается. Люди, которым что-то обещают, будут это, как говорится, исправно обещать, но не делать. Вы должны это учесть. По состоянию здоровья. Девятка кубков — отличная карта. Кстати, если у вас какие-то важные соревнования, или вы там запланировали что-то себе, зуб сделать, какую-то красоту навести, можете спокойно делать. Идеальная карта для начала лечения, именно не активного какого-то вмешательства, именно лечения.
под украшение себя, улучшение внешнего вида, о личной жизни, какие-то импульсивные события, какие-то встречи, может быть, краткосрочные, знакомство с молодым, какие-то флирт, какая-то такая вот встреча, может быть, неожиданная, которая скорее развлекает, скорее может быть началом какого-то взаимного интереса. Если вы в отношениях или у вас брак, это у вас свежая такая искра в отношениях. И конец недели он перевернут. Луна перевернута, значит, все это выйдет. Что-то выплывет из тумана, да, вышла Луна из тумана, и поплывет какая-то информация, которая доселе вам была неизвестна. Вот что это за информация? Прям загадка природы. Угу. Тяжелый разговор может состояться. Или какое-то вы неожиданное известие получите, которое вы давно подозревали, что вот так вот оно. И вам придется в этом окончательно убедиться. Хоть это и тяжело вам будет признать. Так, это что, это Луна? Это скорее, я бы сказала, что-то личное все-таки ваши надежды. Так, по нашим ракам. Угу. У рака прилив сил в каком-то старом деле, которое, возможно, заброшено, или вы не рассчитывали уже, что оно возродится. Но с новыми силами, новая волна, новые эмоции. Кстати, активность по работе, как говорится, творческая, очень творческая, импульс, который быстро потухает, но тем не менее, все равно, говорится, он есть. Также движуха по работе, возможно, какие-то возвратно-поступательные движения, типа делать, отставить. Также вспышка интереса к вам, если вы соискатель, будет вокруг вас все прыгать, да, что пока с неясным, то заинтересовались вами, да, привлекли вы внимание, что дальше неясно. Вестник кубков, легкие, интересные какие-то беседы, болтовня с окружающими, тихо, без врагов. Однако, если у вас намечен какой-то серьезный план, на какие-то серьезные вещи вам надо, там, документы получить, карта говорит о том, что вам бы надо быть внимательным, поскольку человек, такая вот история о несерьезности, о легкомыслии, что там могут быть и какие-то ошибки, несерьезные отношения к этому всему такое. Там, где надо развлечения, провести время, праздник какой-то, детский, семейный, самое то. Погулять. По состоянию здоровья, кстати, очень хорошая. Наступил период выздоровления. Возможно, что вы долго работали над этим. Особенно хороша карта для органов движения, для тех, кто лежал в постельном режиме. То есть вы встаете уже, вы работоспособны. Кстати, у раков отличная карта. Состояние в личной жизни, королева мечей. Это может быть вы, если вы женщина. То есть женщина-рак такая вот вся строгая, справедливая, блестящая, прекрасная. Вам захочется, может быть, блеснуть умом, своим остроумием. Вот все, что свойственно женщине, меч будете проявлять и, соответственно, блистать. Так, перед мужчинами, если вы уже в браке, в отношениях, это ваша какая-то попытка навести порядок, какие-то свои правила внести, и это вам удастся, я еще так скажу вам. Карта прямая. Колесница, очень интересная карта, какая-то приятная неожиданность на выходных, возможно, что это поездка, сюрприз, будет событие развиваться быстро и неожиданно. То, чем мы немножко не управляем, поскольку карта все-таки старший аркан, еще такая, быстрая, тревожная. Левушки, наши головушки застряли в прошлом, печалятся о чем-то, из пустого в порожнее.
то есть прошлое, которое висит на вас, как-то давит эмоционально. Видим, да? Такой грустненький он стоит. Так, по работе. О, да, по работе все буйно, бурно изобилует. Праздник. Вот прям не работа, а праздники. Деньги и наслаждение, и радость, общение с людьми. И вы в центре внимания, вокруг большая семья. То есть все, что любит лев. Хорошая период устроиться на работу, искать работу, получить хорошую работу, получить доход. Идеальная карта, еще и удовольствие. Да. То есть именно легкие, ну, то есть деньги с радостью приходят, тратятся на радость, вложение денег. Так, тут социум, королева пентаклей, экономия на каких-то близких, то есть женщина, которая так подбирается, как бы давай денежки, мы их сохраним. Ситуация, где захотят придержать ваши денежки. Обратите внимание, чтобы на вас сэкономить. Это не обязательно, кстати, могут быть деньги. Может сэкономить время. Ну, еще так, что-то с вас поиметь. В общем, дама Пентакли, она такая о денежках. Думает о ваших, о львовских, о Левушкиных. Вау, прекрасное состояние здоровья, лев-львица. Вы такие прекрасные, вы такие чувственные, вы такие яркие, загадочные, что выздоравливающие в любой ситуации, даже самой тяжелой. Это будет хорошая неделя для здоровья. Личная жизнь, пятерка жезлов. То, что любит лев, все вами интересуются. Лев такой в центре внимания, но у него есть кто-то главный. И лев или львица придерживается одной линии. А все остальные так до фона вокруг вас скачут. И Верховная Жрица, интересная карта. Признание ваших, может быть, партнерских каких-то тайных отношений. Может, кому-то это не надо, что может всплыть на поверхность ваша какая-то, простите, интимная связь. Ваши тайные дела. Ну, тут я не вижу, ну, у кого не есть. Может это попереть наверх. Будьте внимательны, кому это надо, а может кому-то не надо. Левушки. В хорошем аспекте это признание, если у вас тайные отношения, вы хотите. Признай. Ну, есть опасность, если у вас тайные отношения. Может как-то это вылезть, попереть наверх, то, что вам не надо. Итак, с вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео, пожалуйста, в письменном виде. До свидания.